расскажу о возможности обогрева спальника в холодное время. Я пользовался двумя типами девайсов для этого. Первая удачная вещь, в разных исполнениях встречал. Вот такой пакет. Его вскрываешь, достаешь, вот из него я достал такой мешочек. Его надо встряхнуть, размять, и он нагревается. Разных видов бывает, но вот это один из удачных. Написано, что он греет 10 часов. Я его положил в 2 часа ночи в спальник. В час ночи в спальник, а сейчас уже 3-й час, он еще теплый. Ночью он прилично грелся, и даже голому телу нельзя его носить. Ну, вещь хорошая, стоит денег каких-то, но не помню, сколько стоит, честно сказать, потом смотрю, скажу. Одноразовая. Вещь полезная, годная. Вторая вещь. Грелка. Тоже греет хорошо, не хуже, чем пакетик. Вещь многоразовая. В данном случае это фирма Ковия, но есть какие-то китайские. Но я почему-то решил, что китайские стрёмно брать. Значит, устроено так. Это почти как зажигалка. Внутрь заливается бензин для зажигалок. Сюда. И закрывается крышечкой. Крышечки пластины с катализатором. Их надо прогреть зажигалкой. И начинается каталитическая реакция. Ну, скажем так, не горение, а окисление, наверное, паров бензина. И она нагревается. Закрываем. Можно так держать, там руки греть. У меня есть мешочек, чтобы не все сильно нагревается, чтобы тело было приятнее держать. Такой мешочек. Так, система заправки у нее следующая. Видно. Мешочки держу. Собственно, ей нужен такой бензин для зажигалок. Лучше всего, по отзывам, бензин Калоша. Здесь как раз, мне кажется, такой налит. Можно Зипа бензин, только настоящий. А лучше Калош. Значит, заправка делается вот таким образом. Есть специальная такая емкость, вороночка. Она так ставится. Вот. На ней 2 риски. На них написано, ну, на верхней 12 мл, на нижней 6. Значит, вот, чуть выше, чем 6, если налить, будет греть в районе, наверное, 7 часов. Если полную налить, ну, в паспорте написано до 12, до 24, но реально, наверное, часов 15, может. Ну, это, короче, избыточно. То есть, я думаю, что наливать чуть выше половины на ночь. Ну, можно, наверное, полную. Значит, вещь удобна чем? Что мало бензина, там, получается 10 мл бензина, и она горячая всю ночь. Есть минусы. Минус 1. Бензин воняет. Когда
Когда он горит, он еще не очень, ну, то есть, когда она включена, в принципе, запах минимален. То есть, он там окисляется, эти пары, и, в общем, не так все страшно. Но при хранении, соответственно, ее просто так держать, она воняет. Ну, в рюкзаке будет вонять. Спасение от этого — герметичный пластиковый мешочек. Только плотный, толстый, а лучше 2. Да, еще момент, как потушить ее. Значит, она сама не потухнет. Вариант 1. Простой. Ну, вернее, вариантов может быть много, но простой один. Опять же, берем тот же самый пакетик какой-нибудь, ну или можно просто полиэтиленовый. Обматываем ее и прекращаем доступ воздуха. Как только доступ прекращается, через какое-то время реакция прекращается, и она тухнет. То есть перестает работать, все, и можно убирать. Да, а еще момент, вот опытно забыл еще показать по поводу того, чтобы не воняло, вот уменьшить в некоторой степени вот этот запах, и плюс, чтобы она не, чтобы ее можно было привозить заправленной, да, чтобы бензин не испарялся. Вот эту крышечку мы снимаем, сюда просто кладем полиэтилен, кусочек, и закрываем. Он прижимается, и этим самым, ну, можно ввести ее заправленной. Но все равно как бы со временем бензин испарится, поэтому хранить там заправленную бесполезно. То есть заправляем перед использованием. Вот по обогреву, наверное, все. Там варианты, может быть, еще обогрева спальника — это бутылка с водой горячей и так далее. Ну, может быть, я расскажу про это, но я, честно говоря, этим не пользуюсь, когда есть более компактная, удобная вещь. Спальник кидал, ну, как я сказал, что в рабочем состоянии запах минимален, поэтому ничего страшного, там ничего не пропахло. Вот. Естественно, заправленную и не включенную хранить в открытом виде не стоит. Только в герметичном пакете. А вот эта штука уже пошел 13-й час, она тепленькая. Ну, конечно, не горячая, как было, но тепленькая, приятненькая. Можно подсушить одежду какую-то. Ну, лучше все перед сном в спальник кидать. Заходишь, там тепло, ноги. В общем, как-то так. Не мерзните. А в следующем видео я расскажу вам, как сделать спальник теплее. Вот, грубо говоря, из спальника раза в 2. Вот у спальника на минус 5. Сделать спальник на минус 10. Вот такой. Из такого. Это шутка, конечно. Но в 2 раза спальник зачастую можно сделать теплее. Без каких-либо финансовых затрат. Но про спальники смотрите следующее видео.